Здравствуйте. День начинается. Убрали сегодня гусей. Ой, индауток убрали. И вот теперь их надо разобрать. Ну, вот такие тушки. Это уже наши индаутки, нами выращенные. Не стали дольше отращивать. Нормальные уже такие. Раз, два, три, четыре. Есть маленькие уточки, маленькие, 2 штучки. Но они возрастом-то одинаковые. Вот одно достаю с морозильной камеры. Сейчас капусту достала в мешочке. Вот она. Она у меня вот так разложена по пакетам. Я ее унесу туда, в другую камеру. Ну, а этих буду укладывать. Прям сюда. Ну, а этих буду сюда укладывать. Ой, что куда влезет, то туда и будем укладывать. Утрамбовывать. Да. Это синдром, нехороший синдром. Всегда кажется всего мало. Вот так вот. Сейчас их буду укрывать и убирать. Пакетики. Так вот, мы с детьми вот так складываем пакетики дома, чтобы они... Ой! Это мы убираем индауток. Я оставила 4 уточки и 1 селезня. Все. Больше не хочу. Было 2 уточки, 1 нам столько вывела. А 4 тоже хорошо выведут. Ох, какой. Ох. Хорошие такие, крупные прям. Как доставать потом, я не знаю. Сейчас буду делать творог, как я делаю. Может быть, кто-то делает по-другому и подскажет мне. Но я вот только так умею делать. Худой. Домашнее молочко. Высокий. Все знают, что мы, кто нас давно смотрит, 2 раза в неделю берем себе по 3 банки. Молодой Яник. Вообще молочница привозит по 4, дедушка с бабушкой забирают по 1 банке. Толстый. Так, не влезет. Худой. Не влезет. Хотела эту баночку тоже. Высокий. Большая кастрюля занята, в которой я всегда делаю. Вот так, еще закваска. Все. Эта кастрюля, вот это я налила сейчас. Старый. Ровно 8 литров. Ровно 8 литров. Ладно, это уберу в холодильник. Молодой Яник. Сейчас как раз помыла холодильник только. Старый. Старый. Я почти выучила, только вот эти 2 старых. Снежана тут учит английский. Старый. На 8 литров я выливаю, у меня здесь 200 миллилитров сливки есть. Буду делать с лимоном.
Молодой Ян. На литр обычно уходит столовая ложка лимонного сока. Мама, ты рассказывай. Сейчас, доченька, я вот доделаю вот это, и ты мне перескажешь. И мацун у меня тут есть уже. Мацун. А писать? Разукрасила, иди сюда, я посмотрю. Вот. Вот. Нарисовала котика, который откроет водички. Анюта как красиво разукрасила. Да, дочь, мы знаем, что теперь ей надо описать. Описать этого котика. Воды. Ну, допустим, сначала сказать, это кот. Как сказать? Это экэт или идти, Снежана, как сказать это кот? Это кот, идти экэт. Идти с дочей экэт. А это просто кот. Да. Идти с экэт. Идти с экэт. Девчонки занимаются английским сами пока. Молодой Ян. Неси сюда, Анюта, карандаш простой и стирательную резинку. Только надо было немного цветов. Она сказала... Немного? Да, немного. Ну ладно, как сделала, так Я сделала. потом передам ей. Почему она сама пойдет уже? Анюта уже сама пойдет. Анюту сейчас выписала, съездила. Все, Анюта уже идет в школу. Аня, ты еще старое пересказывать, потому что я не хочу. То есть в молоко я вылила полбанки кефира. Ой, мацун у меня. Мацун, много мацуна сохранилось. И сливки. Сейчас сок лимона надавлю. И когда закипит, чуть-чуть покипит, я добавлю сок лимона. 5 минут покипит молочко. Сок лимона на литр молока надо столовую ложку лимона. У меня здесь ровно 8 литров молока. Поэтому мне надо 8 ложек. Все, Анюта завтра выходит в школу, уже сказала. Снежану сегодня записали на 27 января. Опять к неврологу поедем. Так мы и мучаемся с головной болью. Мы закапываем нос, как нам сказали. Но, как и говорила Лор, никаких изменений вообще нету. Сегодня у Снежаны тренировка, а завтра у меня очень занятый день. Завтра пятница, меня вызывает опека к 3 часам. Дела дома надо сделать, опека. И в 6 часов к нам еще гости приезжают. 3 детей, 2 детей, 3. И взрослые. Поэтому я хочу что-то сделать своими руками, хочу сделать тортик. Поэтому сейчас буду заниматься тортом. Правильно? 13 и это было. И. Так, приготовлю лимонный сок. Я уже нашла. Как будет пить? I am thirsty. Пить молоко. Я хочу пить, да? Ага. Так и скажи, кошка хочет пить. Как сказать? I see cat. Почему I? I это я. Зачем? Надо сказать cat, cat, Что? Диктуй. Диктуй, да, доченька, сейчас поучи еще чуть-чуть. Ну давай, диктуй. Все закрыла? С 11, потом до 12, до 20. До 20 диктую. Давай. Ну давай. Давай 11. Давай 11. А в разброс не будем пока по порядку, да? Да. Ну давай. Я знаю. 11 пиши. Красиво, Анюта, старайся, пиши. Чтобы ты потом могла прочитать. А?
11. 12. 12. Начинаю торт делать шоколадный бархат. 17. Для этого я начну как бы как с начинки. Пока у меня творог закипает, я беру 120 грамм сливок и опускаю в них. Сначала их сейчас нагреваю. Который здесь есть. Нагреваю сначала. Они мне вообще сосредоточиться не дают, эти две мои малявки. Так. Нагреваю сейчас сливочки. И в горячие сливки опускаю шоколад. Шоколада мне надо 220 грамм шоколада. Шоколад начинает прям таять. Так, значит, Сейчас это сделаю, остынет, уберу в холодильник. Отставлю. И буду выпекать. Торт очень легкий. Шоколадный бархат. Есть красный бархат, а это шоколадный будет. Что-то красный не захотела. Недавно у нас был красный. Отсюда отходить не хочу, потому что у меня здесь молоко вот-вот закипит творог. И мне нужно будет туда добавить скажите, что добавить. Сок лимонный. Поэтому уже такая пеночка натянулась. Уже все. Все, шоколадка тоже расходится уже. Сначала начинается животное, мне нужна змея. Вот змея. Снейк. Ты цифры. Жан, ты на моем делаешь, вот твой. Жан, будь внимательна, а то сейчас опять анюти выполнишь. Вот. И все. Будь внимательна, доченька. Вкусный. Вот так перемешалось. Добавлю, сюда можно добавить коньяк. У меня его не оказалось. Ездила в магазин, думала, возьму для выпечки специально. Но у меня есть коньячные капли. Ваниль с ромом. Капельки для запаха. Я добавила капельки ваниль с ромом. Ой, какой запах пошел. Все. Первый этап сделали. Все написала. Пусть он остывает, потому что это такой важный этап, он должен остыть. Все, закрываю крышечкой и отставляю. This packet milk. Здесь у меня с холодильника стоит, я сегодня мою холодильник. А что у тебя, Эми? Почти весь помыла, осталось немножечко. Обязательно стери, переписать. А у меня нет стёрки. Ну сходи за стеркой, как? Я вам всем давала. Стерочку возьми. Понятно, что это. Старайся, доча, знаешь, почему надо так красиво написать? Что ты, когда придешь к Наталье Васильевне, ты же сама будешь это читать. Это Наталья Васильевна? Да. Это которая английский? Репетитор, да. А вы как ее зовете? Никак не зовете. Она же, помните, когда вы пришли, она вам сразу сказала, как будете меня называть. Наташа или Наталья Васильевна. Наташа. Надо, чтобы она... Ну, можно Наталья Васильевна. У этой Наташи сыночка, как наш Владик. И доча маленькая еще. Ну, молодцы, давайте. Так, будет ли у меня тут раз, два? Мне надо 8 ложек теперь. Сейчас приду Алисе, скажу, либо соединю. Сока лимонного. Молочко начинает все подходить. Все. Молочко я всегда беру не прокисшее. Если прокисшее берешь,
оно такое мелкое становится, вот если даже чуть-чуть прокисшее. А когда хорошее, нормальное, свежее молоко, получается хорошие хлопья творога. И творог этот я буду делать только поздно вечером. Обычно я делаю на ночь. Ну, сегодня вот с утра начала холодильник, думаю, уже и сделаю творог. Уберу в морозильную камеру, ничего ему не будет, этому творогу. Когда захотим есть, либо на ужин, либо на завтрак. Если на ужин, с утра достать с обеда в холодильнике, поставить, растаять. А если на завтрак, то с вечера. Тогда аккуратно все это. Дочь сама, чтобы Наталья Васильевна сказала, ой, ну-то как ты красиво написала. Сейчас ты на карандашах лишнее все, кроме моей книжки, беру, Давай, убирай. чтобы... И бушка, это Обязательно помешать, чтобы не прикипел. Все. Так уже на маленьком огне он потихонечку уже весь там работает у меня. Первое задание сделала мама. Да? Да. Мало. Здесь надо написать, сколько животных. Например, 2 змеи. 2 лайнкс. Раз, Скажи. 2, 3, Да, все 4. Ну, обычно с одного лимона где-то 3 ложки. 5, 6, 7, 8, 9. Ну, я весь выведу. Ой, полная кастрюля. Аня, ну надо здесь только. Это уже много. Ой, трындычиха. Все, сразу творог. Ой, хочет убегать. И становится, ой, сейчас убегать будет. Хлопьями становится. Немножко убавила газ. Я написала правильно. Так, творог я долго не варю. И хочу показать, какой он стал. Посмотрите. Сейчас мама должна меня спросить. Смотрите, какой стал. Смотрите, какие хлопья. Все, смотрите. И вот этот творог я теперь поставлю до вечера, что на этом процессе долго кипятить нельзя. По крайней мере, я так не делаю, я заметила, Я выучила. долго, сейчас доча, если долго кипятить, то творог становится резиновым. Закрываю крышкой и убираю просто в сторону. Просто в сторону для того, чтобы он остывал и соединялся. Ой. И соединялся, сыворотка хорошо отсоединилась от творожка. Но я таким рецептом пользуюсь. И спеши. Скажи. Просто и свет. Вот дверь. Фэт, син, тул, смол, олд, айз, ян. А при номеру 5 что мне надо выбрать? При номеру 5. Ты сама должна разбираться. Не буду тебе... Я не скажу, что при номеру 5 и при номеру 6. Я не знаю, какое. Думаю, Анюта, не я не знаю, какое слово. Думай. Сейчас я буду 100 лет сидеть. Съездила быстренько в магазин. 2 мои помощницы, которые делают уроки, съездили со мной. И решили, себе купили по шоколадке и пошли проверить, чем занимается бабушка. С дедушкой все побросали, ушли. Я быстренько хоть без них сейчас сделаю. Так, я делаю торт. Форма у меня 21 сантиметр. Я беру 2 яйца, сахар высыпаю. Так, сахар.
1,5 ложечки соды. Я не буду говорить сколько, я напишу сколько. Сода, какао, масло. Масло можно растопленное, либо вот мягкое такое, как у меня, либо растопленное. Соль. Так. Дальше добавляю молоко. Все смешиваю просто. Молоко, соду добавила. Теперь масло подсолнечное. Мука. Все. И все сейчас миксером перемешаю. Пришли, не успела я. Что-то быстро вы проверили бабушку. Ничего не делают важного. Понятно. Вещи раскладывайте по местам свои. Быстро вернулись, не дали мне ничего сделать. Хочет. Ой, беда, ой, беда. Раздевайтесь, девочки. Так, и столовая ложка 9% уксуса. Пересказать я не пересказала. Что-то нам надо сказать. Сейчас. Есть желание, Анюта еще занимается. Тесто готово. Смотрю, Никита только пришел со школы, сразу сходил. Яйца собрал, молодец. Так, теперь выливаем все на форму. Духовка у меня уже очень хорошо разогрета, стоит на 165 градусов. Сейчас поставлю, и будет выпекаться примерно час, а то может быть и час 10. И форма у меня не смазана ничем. На низ я постелила силиконовую бумажку. Ау! Да, доченька, да подожди, да сейчас. Да сейчас. Ужас. Отправляю в духовку примерно на час. Буду шпажкой проверять. Пеку торт. Шоколадный бархат. Сначала не поняла, думаю, ну почему же у меня сегодня не подошел пирог? Тортик мой, он уже остыл. А я-то расчеты взяла на форму 21 диаметр. Взяла на 20, форма 21. А у меня-то она 26, поэтому и не подошло. Но я думала, что тортик будет маленький, поэтому, наверное, буду делать второй. Ну вот теперь у меня есть возможность сделать еще один такой тортик и сделаю 4 слоя. Поэтому я пошла делать заново свой рецепт полностью, который напишу. Но только форма обязательно надо, чтобы была 21 сантиметр. И очень просто же. Я как раз сейчас чуть-чуть отдохну. Я с этими девчонками, они меня сбили сегодня. Положила и все. Все, на 165 у меня стоит духовка. Я убрала на, через 50 минут посмотрю. А сейчас пойду отдохну пока. Шапочку срезаю. Сейчас вот так все, спекла 2 коржика. Никак сегодня разделаться не могу. Пока за Ваней съездила. Спекла 2 в 26 сантиметров. Будет высокий такой. Я сейчас крема побольше сделаю. И с помощью веревочки поснимаю шапочки. Это для украшения. Но тут я многовато так сняла, хорошо. Можно и не украшение, а можно и на низ положить, да, как слой. Да, много, не надо столько. А эту вот тоже. Ой, так у меня еще и правда на 3 разрезалось бы. 2 торта. Раз. Вообще торт такой, его не надо пропитывать. И он такой, что его можно свободно кушать. Вот
глазурью или каким-то другим кремом покрыть, даже не обязательно шоколадным, то у меня семья любит шоколадное, а я так, если честно, и не очень. Второй. Меня никто не спрашивает, потому что я особо и не питаюсь этими тортами. Вот они какие получились. Смотрите. Раз. Два. Так, ну эту шапочку все равно сейчас посмотрю. Сниму шапочку. Мне для посыпки надо будет. Уже тортики холодные. Просто надрезаю по кругу. И это все убираю сразу в измельчитель. Я хочу кольцо взять побольше. И пока прям кремом. Все. Старым дедовским тоже такая, смотрите, славный прям. Но я его изломаю сюда. Сливки у меня 33% для взбивания. Я их вылила. 500 миллилитров. Так как торт у меня большой, все буду делать не по рецепту, а на глаз. Кому будет интересно, рецепт оставлю, потому что торт до безобразия легкий. Ну, вы сами видели. Я уже где только не была. И утки, и дети. Но торт сделан. Мне не нужны сильные пики. Но прям сильные пики я делать не буду. Сливки холодные, они дней 10 уже в холодильнике стоят. Пики мне достаточно. Смотрите, какие. Все. Достаточно. Теперь я выкладываю сюда свои сливки с шоколадом. Ой, кастрюлька вся какая. И тоже буду взбивать. С холодильника достала. Взбиваю. Вот такой крем у меня. Не буду больше ничего взбивать, достаточно. Уберу сразу. Все. И не буду я кольцо, буду прям так укладывать, потому что кольцо большое, не надо. Чуть-чуть сюда. Так, все, и пошли. На дно такой покрепче. Во. Сейчас уже скоро приедет папа, Снежана. Сегодня музыка. Может быть, завтра Костю уже выпишут. Уже хочется поскорее, пусть уже едет домой. Всегда он легко лежал в больнице, а в этот раз... Но он мне сразу сказал: мама, я не хочу. Он не хочет ехать в лагерь, он не хочет ехать в санаторий. Он никуда не хочет. И он всегда раньше в больницу ложился. Мне казалось, даже как-то с радостью, да? Угу. А в это вот последние разы он сказал: я не хочу. Все, не хочет ребенок ложиться. Так. Доедальщики приехали. Даже не переоделись. Так, по краям я уже обработала крошкой сверху, а сейчас здесь я залью глазурью. И такой будет тортик. Нежный, большой.
И вкусный, чисто домашний. От уставшей мамы. Но это отлично. Я, кстати, очень люблю, когда присутствует приятная усталость. Это значит, ты переделал очень много дел. Утки, кушать и все остальное. И к вечеру ты такой уставший и удовлетворенный жизнью. Сейчас вот сделаю, осталось глазурь сверху, и все будет хорошо. Да и дальше, видишь, облизывает. Посуду облизывает. Посуду облизывает. Это шоколад, да, Снежан? Это сливки и шоколад. Вкусно? Ровно 100 грамм сливок мне надо в кастрюльку. Сейчас я сюда сделаю глазурь. На домашний, но зато вкусный, дети любят. Я такой не люблю. Я вообще такое вот шоколадное не люблю. Разогреваю. Сейчас разогрею. Последний штрих на очень шоколадный торт. Это сам шоколад. Сейчас минутку полежит, растает, и будем перемешивать. Я пока мусор уберу. Пусть потает чуть-чуть, сейчас будем делать. Сейчас хорошо. Чего только нет для выпечек. Вот эти лопатки силиконовые, ложечки, вот цены им нету, да? Даже вот просто перемешивать что-то там, тесто с чаш убирать. Я как вспомню, как мы раньше это все делали. Ой, с ума сойти. Как мы торты красили свеклой, зеленкой, поначалу красками в детстве. Сейчас что хочешь, что хочешь. Я достану вот эту ложку. Я хочу вот этой ложкой перемешивать, а этой потом... Ой. Ну вот. Записалась завтра на стрижку в Курганинске. А мне потом перезвонили с парикмахерской, что завтра света в центре почему-то не будет, до 4 часов какие-то работы будут происходить. Вот как преображается наша глазурь. Я сегодня нанюхалась шоколад. Я, если честно, не любительница всего этого. Это Иван. Вот бы мне нанюхаться, чтобы тоже не хотеть. Может, мне на подушку намазать? Мы когда поженились, он поедал эти конфеты, шоколад. И говорил мне: ты купи много, я переем и перестану есть. Бесполезно. Бесполезно. Он их поедает. Любители сладости, берите на вооружение. Как можно увеличить поедание сладостей. И не просто ел. Сейчас хоть немножечко не так уже с годами. А раньше, мне казалось, вот он садился, брал горсть. И вот он одну еще несет в рот, а вторую уже доносит. И вот так. А он как бы не голодал. У него семья хорошая, чтобы сказать, что он там наесться не может. Как наши дети... Переехали мы сюда в детский сад. И здесь говорят: пусть поедят, может, наедятся, как будто бы они дома не кушают. Иван не из бедной семьи, чтобы конфет не есть. Там дедушка такой же, на конфетах. Да, дедушка? Все видео мои смотрят, все смотрят. Все готово? Что? Да, готово. Вот оно. Махом. Сливки и шоколад. Сейчас вот я, чтобы он глянцевый такой, я маслица сейчас еще добавлю сюда. Сейчас остынет. И маслица добавлю еще, чтобы такая гладенькая была. Маслица добавлю обязательно. Вот оно у меня такое сегодня специально растаянное лежит, чтобы работать. Домашняя маслица, хорошая. Вчера опять взяли, 3 пакета купили. Ваня ездил, Иван старший, и купил. Все, сейчас вот остывает, ну, похолоднее станет. Маслица добавлю и на торт. И уберем до завтра. Все. Маслица ложечку. Оп.
Проверим. Да, и взбиваю, чтобы все было такое глянцевое. Вот, смотрите, как красиво. Красиво, нежно. Домашние торты, даже люди, которые занимаются тортами, говорят, что вот эти простые домашние торты, они самые вкусные. Потому что пекешь для себя, суешь тут в них все, что хочешь. Все, вот она какая красивая. Сейчас маслица разойдется хорошо. Вот. Вот это красота называется. Вот. Такой получился торт. Я вам рецепт для маленького торта обязательно. У меня сыпется, это у меня уже крошка. Я забыла. Аккуратненько буду. У меня уже по краям крошка. Туда ее. Туда. Пусть растекается. Вот. Давай, растекайся. Что застыло-то? Глазурь. Она моя. Кофе мой. Мой кофе. Так. Вообще говорят, сейчас вот читала там переписку с Мукбанга, говорят, на отца 0 эмоций, что-то отец там рассказывает, что-то ты там, папа, рассказывал. А Валерка на тебя внимания не обращал, говорит, он всегда такой или что-то с ним не так. Вы знаете, мы даже внимания не обращаем на такие вещи. Как бы ребенок имеет право сидеть в своих мыслях, мы же не лично с ним разговариваем. То есть мы даже не обращаем на это внимания, мало ли о чем он думает в данный момент. Может быть, он этап игры проходит в этот момент электронной, а может быть, что-то серьезней. Вот он сегодня весь день мне шлет смс-ки, завис у Валбориса, смотрю, и подбирает себе кофточку. Почему-то в последнее время ему нравятся белые кофты. Я ему один раз пошла на уступки, а сейчас нет. Живет далеко. Я говорю, давай не будем пока, испачкаешься и не постираешь. Вот приедешь и поедешь из дома, и уже испачкался. И он выбирает черную. То есть сегодня вот он зачем-то наряжается целый день. Хочет одежду красивую. То есть вот у него возраст сейчас такой. Поэтому мы даже не думали об этом. Че он там завис? Если бы папа именно с ним разговаривал, тогда бы, может быть, какая-то, личная обида была бы, да? А здесь нет, поэтому... Ну, вот такой. Я даже хочу сделать прям вот так, чтобы он вот такой, как кривой был шоколад. Красивый, чтобы... Нет у меня никакого этого. Чем же сделать? Вилкой. Сейчас я сделаю что-нибудь. Вот не удержите, что-нибудь сделаю. Вилка пластмассовая. Во. Поэтому, вы знаете, когда у нас появлялись дети, нам задали вопрос. Для чего? А, нам с Иваном, помнишь, папа, нам тогда с тобой задали вопрос. Вы счастливы? Я помню, у меня глаза горят. Я говорю, да, конечно, мы счастливы. Детей нет, но мы все равно счастливы. Мы очень счастливы. И она говорит, вот так вот надо брать детей, а не так, что брать ребенка и думать, что он вас сделает счастливыми. Поэтому что уж там Валерка в своих мыслях был, не знаем. Главное, я сидела Ивана, слушала, даже если не смотрела на него, все равно мысленно была с ним. Вот так. Вот такой у меня сегодня получился. Наконец-то я его закончила. Зато он высокий такой, большой, смотрите. Называется «Шоколадный рай», назовем его, да? Красивый будет, вкусный. Так, можно еще красоту какую-нибудь засунуть, да? Ой, а знаете, а ты где подслушивала, стояла? Здесь я стояла? Да? А я была уверена, что тебя нету, и думала, это будет сюрприз. А у нас дома сюрприз не получается.
Хотела с вами попрощаться после торта. Иван аж на криком закричал: нет, нет, Ульяна, иди маму снимай. А у меня же еще творог стоит. Вот он мой творог из 8 литров молока. Вот он у меня какой, смотрите. Все, он до вечера постоял, он еще даже не остыл до конца. Сейчас я его солью и покажу, что у меня получилось. Вот столько получилось сыворотки чистейшей. И вот я в дуршлаг взяла марлю. Смотрите, сколько творога у меня получилось. Смотрите, он какой. Он еще будет сейчас стекать, стоять. Смотрите, какой хороший. Он прям масляный-масляный. Что, хочешь? Да? То не едят, навела. Блинчики вчера делала, а тут прям творожок подавай. Вкусный? Так вкуснее, чем навожу, да? Да. Я когда вам навела с сахарочком, с ванилинкой, себе и со сметаной. Себе сделала мацун, положила мед чуть-чуть и творог. Все. Вот так вот он сейчас пусть стекает. Здесь кастрюля пустая. И он пусть находится здесь. Никакой груз делать дополнительно не буду. Вот, получился творог. Ну, это либо на выпечку, мне кажется, либо на выпечку, либо курочкам очень вкусно замесить. У них яйценоскость повышается очень хорошо. Либо собачкам. Нужно с хлебушком, Ульяна хочет. В общем, хоть кому. Ульяна хочет. Хоть кому. Ну, а теперь до скорой встречи. Делайте тоже творог на литр молока. В общем, на 3 литра 200 грамм сливок достаточно. Можно кефир просто. Можно прокисшее молоко. Уже такое вот сильно прокисшее. Я вот, бывает, специально прокисаю, чтобы сделать творог. Либо... В моем случае это были сливки, они уже давненько стояли, мне надо было их переработать. И я еще мацуни положила. И получился вот такой замечательный творог. До свидания.